Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать и показать, как правильно должен быть смонтирован кровельный пирог с финишным покрытием из мягкой черепицы. Расскажу, на что обратить внимание, какие материалы использовал и как с ними работал. Рассказывать буду на примере своего дома с простой двухскатной кровлей с небольшим уклоном градусов 20. То есть по ней можно спокойно ходить без дополнительных лесов, что очень ускоряет и упрощает процесс. Вообще, в целом, так как я умею что-то делать своими руками, я выбирал такой проект дома, чтобы некоторые этапы я мог делать самостоятельно и безопасно. Он одноэтажный и с простой кровлей. Итак, начнем. Силами строителей производился монтаж каркаса и стропил. Далее по стропилам монтируется гидроветрозащитная диффузионная мембрана. У меня вот такая черная Альфа-Вент. Это от компании Техниколь. Ее необходимо монтировать поперек стропил, начиная от карниза с нахлестом, как показано на мембране. Ее лучше проклеить между собой на стыках специальной соединительной лентой, а также проклеить стык с капельником. Ах да, по стропилам должен быть изначально смонтирован капельник, а поверх него смонтирована мембрана. Нужна она для того, чтобы отводить излишнюю влагу из утеплителя и не пропускать влагу вовнутрь утеплителя. Это важно, иначе влажный утеплитель работать не будет. Данная кровля будет утеплена по стропилам. Далее, чтобы все это правильно работало, необходимо обеспечить вент-зазор. Для этого прямо вдоль по стропилам будут смонтированы вот такие бруски 45 на 45. Их называют контрабрешеткой. Проклеенные вот такой уплотнительной лентой толщиной 3 мм. Она предназначена для защиты стропильных ног от проникновения дождевой и талой воды через места крепления контрабрешетки и обрешетки гвоздями. После чего уже монтируется обрешетка, в моем случае доской 25 на 100, с шагом под ОСП. ОСП решил использовать 12 мм, и сразу после разгрузки, как обычно, я прокрасил торцы. Ведь именно в торцах ОСП может впитывать влагу и разбухать. ОСП прибивается ершонными гвоздями к обрешетке. Тут важно использовать гвозди правильной длины, так как если взять слишком длинные, то они могут повредить мембрану. ОСП монтируется с зазором 3-5 мм. А еще дополнительно уже после монтажа ОСП его дополнительно пилят, примерно на 3 части дисковой пилой с выставленной глубиной реза под ОСП. Это нужно для того, чтобы в случае расширения ОСП был зазор и плита не вспучилась. Далее последует монтаж карнизных планок или второго капельника. Если нижний необходим для отвода воды с мембраны, то этот уже для дождевой воды с самой кровли. Он монтируется поверх ОСП кровельными ершонными гвоздями. Гвозди бьются с шагом 15 см зигзагом. Мне понравилась вот такая планка с посыпкой гранулятом. С краю планок оставлена часть без посыпки для стыка, и стыковать в итоге очень просто. Нет необходимости как-то врезаться в соседнюю планку. Стыков почти не видно. Далее последует монтаж кровельного подкладочного ковра. У меня их два вида. Один называется Underwrap Next Self, он самоклеющийся, битумно-полимерный. Монтируется таким образом. Сперва отклеивается защитная пленка, которая заворачивается за рулон, и далее не спеша тянется за эту пленку, постепенно разматывая и приклеивая рулон под собственным весом. Имейте в виду, если он лег без защитной пленки к основанию, то отлепить его будет уже очень проблематично, особенно в жару, так что работать лучше вдвоем. Данный ковер монтируют в местах наиболее вероятных протечек, таких как карнизы, коньки и яндовы. Получается, забитый в такой ковер гвоздь обволакивается слоем битума, и это место уже не протекает. Второй ковер похож на первый, называется Underwrap Next Fix, тоже не даст протечь влаги через гвоздь, так как имеет такой же битумный слой, но закрытый металлизированной пленкой, самоклеющаяся лишь полоса. Монтировать его уже просто, раскатываем и прибиваем скобами. Имейте в виду, если черепицу собираетесь монтировать сильно позже, то его лучше пробить гвоздями по разметке, чтобы в случае сильного ветра он мог оставаться на месте. Я выбрал такие ковры, потому что у меня небольшой угол кровли, вода и снег будут воздействовать на нее сильнее.
поэтому, чтобы уж наверняка было все хорошо, решил использовать такие мощные и классные ковры. Следующим этапом был произведен монтаж торцевых планок. Они отличаются от карнизных и имеют направление. Монтируются от карниза к коньку с нахлестом на слой без гранулята. Так же, как и карнизные, пробиваются ершонными кровельными гвоздями зигзагом каждые 15 см. Итак, можно приступать к монтажу черепицы. Хотя для начала промазываем мастикой-фиксером край карниза и торцевую планку, чтобы первый ряд хорошо прилип и никуда не делся, а торцевые же планки промазываются для того, чтобы влага не смогла попасть по этой планке под черепицу. И вот теперь уже точно можно приступать к монтажу черепицы. Так как у меня все кровельные материалы, начиная даже от мембраны, используются от компании Техниколь, то я, соответственно, и использую материалы данного производителя. Это черепица коллекции Ранчо с гарантией 35 лет. Драконий зуб – идеальный рисунок, так как он хаотичный и нет необходимости его подбирать друг к другу, что дает нам мало отходов. Вот посмотрите, сколько у меня обрезков осталось после монтажа 200 метров квадратных кровли. Главное правило – это чтобы был разбег швов не менее 15 сантиметров друг от друга. Бьется кровельными ершонными гвоздями в специальную линию или чуть выше, по 5 гвоздей, если угол крыши менее 45 градусов. А если больше, то на 8 гвоздей. Таким образом, прибиваю следующий гонт на 5 гвоздей. Эти гвозди также дополнительно прибивают и нижний гонт, и он уже держится на 10 гвоздях. На крайних листах необходимо срезать вот такой уголок для отвода воды. Далее последует довольно простая и продолжительная работа. Для самоконтроля проверяю иногда размеры от слоя черепицы до конька. Желательно, чтобы было ровно, иначе, когда дойдете до конька, будет как минимум неровная полоса. А это некрасиво. Если есть небольшой перепад, то есть как раз время немного его скорректировать, немного опуская или поднимая края. Так как подкладочный ковер был смонтирован сплошным слоем через конек, чтобы во время дождей туда не попадала вода, то теперь, когда черепицей почти дошел до конька, необходимо срезать лишнее. Между листами ОСП оставлен зазор примерно 10 см. Это сделано для того, чтобы воздух хорошо проходил с карниза и выходил через конек, через вот такие специальные коньковые аэраторы. Один аэратор способен обеспечить проветривание 40 квадратных метров. У меня кровля 200 квадратных метров, так что их пропускной способности хватает с запасом. Крепятся они саморезами в специальное отверстие, по 12 саморезов в каждый. Друг с другом они соединяются специальными защелками. И вот настал заключительный этап. После монтажа конька его необходимо закрыть коньково-карнизной черепицей. По возможности это лучше делать сразу после монтажа конька, так как он пластиковый и на солнце лучше не оставлять его неприкрытым. Коньково-карнизная черепица разделена перфорацией на 3 части, разделяя которые мы получаем небольшие прямоугольники, которые и монтируются на конек. Прибиваются на 2 специальных ершонных гвоздя с большой шляпкой. Делается небольшой нахлест. И вот спустя пару недель, работая вечерам, так как днем в жару некомфортно, была закончена эта работа. Результат радует глаз. Друзья, вот такое сегодня видео получилось. Надеюсь, кому-то пригодится и избавит от многих вопросов в процессе монтажа. Если понравилось видео, то ставьте лайки, а в комментах напишите, может я что-то забыл сказать или показал неправильно, на ваш взгляд. Подписывайтесь на канал, если еще не подписано, и подписывайтесь на канал в Telegram. Там тоже много интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!